Приветствую вас, мой зритель! Если вы смотрите это видео, значит наверняка вы хотите построить лодку собственноручно. Для этого подпишитесь на наш канал D-Master. И мы начнем новый проект под названием «Построй свою лодку сам». С помощью этого проекта, я вам гарантирую, вы построите свою первую небольшую лодку. Такую лодку, которую вы видите на экране. Итак, подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий и начнем строить твою первую лодку. Итак, друзья, начнем. Для этого нам необходима сама фанера 9-миллиметровая, длина которой будет минимум 309 сантиметров и 4 миллиметра и ширина 54 сантиметра. Дно лодки будет состоять из двух одинаковых кусков, значит нам нужно две такие фанеры. Если размер будет больше, это хорошо, но ни в коем случае не меньше. Ребята, если у вас будет стандартная фанера, которая не будет длиной 3 метра и 10 сантиметров, тогда вам придется склеивать два куска на ус. Если все-таки не найдете 3 метра и 10 сантиметров длинную фанеру, вы можете об этом смело написать в комментарии, и я вам обязательно вышлю инструкцию на вашу электронную почту. Итак, фанера нужной длины у нас есть. Сейчас с одного угла фанеры и второго угла фанеры отмерим длину 42,5 сантиметра вширь и поставим отметочки. И соединяем между собой заранее отмеченные метки, которые были на расстоянии 42,5 сантиметра вширь. Получилась такая линия от края фанеры 42,5 сантиметра. И сейчас от линии, которая у нас получилась, отмеряем 111 миллиметров, как показано на видео, и затем отступаем 13 миллиметров, тоже как показано на видео. И соединяем полученную точку с углом фанеры. Должно получиться так. 111 миллиметров оттянули вверх и 13 миллиметров в бок. Точка. И эту точку соединили с углом фанеры. Получилась такая линия. От этой точки отмеряем 309 сантиметров и 4 миллиметра этой линии, которая идет вдоль всей фанеры. От этого места, где пересекаются две линии, горизонтальная и вертикальная, начинаем отмерять по 20 сантиметров влево на нашей длинной линии, которую мы начертили первую. От точки будут следующие размеры: 20, 40, 60, 80, метр, метр 20, метр 40, метр 60, метр 80, 2 метра, 2,20, 2,40, 2,60, 2,80, 3 метра. Точки мы накидали по 20 сантиметров, и сейчас перпендикулярно самой первой, самой длинной линии будем отмерять от точек в высоту такие расстояния: 112 миллиметров, 112 миллиметров, следующее тоже 112 миллиметров, потом 112 миллиметров, потом 113 миллиметров, 113 миллиметров, 112 миллиметров, 112 миллиметров, 110 миллиметров, 108 миллиметров, 105 миллиметра, 99 миллиметров и 89 миллиметров и 70 миллиметров. А сейчас начертим перпендикулярные линии в противоположной стороне и затем по ним выставим отметки. И опять от самой первой нашей линии отмеряем следующие размеры и ставим точки: 353, ставим точку тут, 375, ставим точку, 393, ставим точку, 408 миллиметров, ставим точку, 41 сантиметр 7 миллиметров точка, 42,2 точка, 422 миллиметра точка, 415 миллиметров точка, 401 миллиметр точка, 380 точка, 350 точка, 311 точка, 260 точка, 198 точка, 125 точка и 41. Важный момент: с 70
входим в 0. 0 это где 3 метра, 9 сантиметров и 4 миллиметра. С 70 на эту точку. И потом со 125 идем на 41 миллиметр и 41 миллиметра входим в 0. Точки, которые у нас получились, надо вместе соединить. Самое лучшее это делать длинной и гибкой рейкой. Но так как у нас такой нету, нашли какой-то кусок пластмассы и его использовали. И еще помогли два соседа по гаражу. Спасибо им большое. Без них бы, наверное, не справился. Получилась вот такая вот красота. Когда все точки соединили, по полученным линиям вырезаем деталь днища лодки. Полученную деталь ставим на второй кусок фанеры, прикручиваем шурупами, чтобы деталь не ездила туда-сюда, пока мы будем выпиливать по ее контуру вторую деталь. Дрелью просверлим отверстие, чтобы начать пилить с лобзиком. И, как говорится, с музыкой вперед. Взяли другой лобзик, так как у меня сломались пилки. Так что не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Спасибо, Олег. Очень пригодился, очень выручил. Так как мне надо ехать в магазин было отрезать, а осталось вот только кусок. Я вам гарантирую, что они верны. Так что, пожалуйста, пользуйтесь. Давайте сделайте чертеж дна лодки. И в следующей серии мы приступим к бортам. Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, оставляйте комментарии и всем удачи, пока!